Всем аньон, меня зовут Стаси Ким, и сегодня я вам быстренько расскажу, кто такие Карё-Сарам, или Карисарами, как вам будет угоднее. Карё-Сарам — это самоназвание большей части этнических корейцев, проживающих на территории постсоветского пространства. Вы знаете, что многие корейцы живут в Казахстане, в Узбекистане, очень многие корейцы живут в России. Возможно, вы учитесь с кем-то из корейцев, и вот все эти корейцы, они зовутся Карё-Сарам. Благодаря таким известным персонам, как Виктор Цой, Анита Цой, поэту Юлии Ким и писателю Анатолию Ким, я смогу вам описать, кто такие Карё-Сарам. Кстати, Карё-Сарам переводится как «карё». Как вы знаете, это корейское государство 918-1392 года, и «сарам» — «человек». Я перевожу это дословно и перевожу это как «человек Кореи», «корейский человек». Не обязательно этот человек должен родиться в Корее, он может родиться в России. Мы с братом родились в России, но мы считаемся Карё-Сарам. И, конечно же, многие люди причисляют сахалинских корейцев к Карё-Сарам. Отличие Карё-Сарам от корейцев, живущих в Корее, отличие тех от других, это то, что корейцы Карё-Сарам, они более мужественные, не в плане того, что жеманные корейцы Южной Кореи, нет, но у них внешность немножко на другом уровне. Южные корейцы, они больше ухаживают за своим внешним видом, за своим лицом, маникюром, макияжем, прической и о том, что они носят. И, конечно же, отличаются по стилю. Сразу можно, увидев человека с Южной Кореи и Карё-Сарам, понять, кто из них кто. Опять же, это необычный цвет волос, чаще всего это длинные волосы, очень редко короткие волосы, хотя сейчас в дорамах очень часто пропагандируют такие, знаете, самые брутальные мужчины с короткими волосами. Вот, корейцы тоже пресекли эту тему. И, конечно же, отличие в кухне. Кухня — это не только название, но такое что-то вкусовое различие. Как я говорила в ролике про кимчи, а русские корейцы, я сейчас буду говорить только о них, потому что о них я знаю больше, и узбекские корейцы. Они изменили немножко название, потому что изменили немножко блюда, и диалекты были разные, и в итоге все блюда поменялись почти полностью, и названия у них тоже почти полностью поменялись. Каждый ингредиент был взаимозамещен тем, что есть, потому что не всегда можно было найти определенный ингредиент, который раньше использовал ты на своей родине, и поэтому он заменялся чем-то другим. Как мы знаем, есть кимчи или кимчи, а есть чимчи. Чимчи — это название кимчи только для Карё-Сарам. А кимчи — это название южных корейцев. Оно им более привычное. У Карё-Сарам есть соевая паста, называется чай. А у корейцев, живущих в Южной Корее, это твиндян. Также есть суп чай-чимури. Это суп, основой которого лежит как раз соевая паста чай. И твиндян-таге — это у южных корейцев. Тоже суп, тоже с чаем. Затем в Корее, которая южная, говорят куксу, а Карё-Сарам говорит кукси. Чаще всего именно такое отличие у блюд. Ну и, конечно же, корейская морковка, которой нет в Корее. У них, как я и говорила в ролике про кимчи, все, что такое маринованное, оно, в принципе, и называется кимчи. То есть кимчи из такой капусты, кимчи из моркови и так далее. Также папоротник, который я ни разу не видела в Южной Корее, но постоянно ем у бабушки. И у наших родственников на столах постоянно есть папоротник с мясом. Также, конечно, кроме еды, корейцы отличаются и внешним видом. Северные корейцы, южные корейцы и Карё-Сарам очень сильно отличаются друг от друга. Во-первых, это больше зависит от того, что смешение крови в Южной Корее происходило и Карё-Сарам намного чаще, чем в Северной Корее. В Северной Корее и Южной Корее и Карё-Сарам отличие прежде всего на лицо, рост и цвет кожи. Как вы знаете, корейцы обычно у них маленькие носы, но я являюсь, помимо того, что я Карё-Сарам, у меня еще смешанные родители. У корейцев маленькие носы, очень широкие глаза, в отличие от других азиатов. Чаще всего полупухлые губы и огромные скулы, которыми, слава богу, я не сильно наделена. Также, конечно же, брови, не очень густая растительность и темные прямые волосы. Также черты лица
У северных корейцев они более острые, более мягкие черты у южных корейцев и корёсарам. Здесь уже из-за смешения крови. Кстати, корейцев южных это американское смешение. Очень много американских корейцев, очень много. И, конечно же, у корёсарам это смешение с другими национальностями. С казахами, узбеками, с русскими. В итоге получаются такие, как я. Вот. В принципе, я думаю, вы поняли относительно, кто такие корёсарам и с чем их едят. Теперь я надеюсь, что вам более понятно стала эта тема. На этом все. Спасибо вам огромное. До свидания.